Друзья, всем привет! Вы на канале Team Spirit, с вами Борис. И сегодня я вам покажу самые базовые смоки на картах соревновательного маппула. Пожалуй, сегодня мы начнем с вполне очевидно лучшей карты в соревновательном маппуле на сей день. Это DDoS 2. За сторону атаки есть несколько ключевых смоков, которые я могу показать. Один из первых кидается с ТРСП. Вы подходите к вот этой вот стенке, в этот угол, наводитесь вот сюда, на соединение здания и какого-то здания еще вдалеке, кидаете его с Jump Throw. Этот смок летит в двойные двери, раскрывается достаточно высоко. Он позволяет вам занимать мид, отыгрывать агрессию КТшников в зиге, в нижнем туннеле, и просто дает достаточно много спейса по карте, потому что здесь у вас развязываются руки, и авик, который стоит в миде, вас не будет так просто убивать. Следующей гранатой за сторону атаки является смок на старт. Смок на старт позволит вам занять длину, а потом уже откроются некоторые неизведанные возможности до этого момента. Он кидается очень просто. Вы встаете вот сюда, открываете вот эту синюю стеночку, можно еще открыть вот эту, которая вдалеке, и наводитесь выше левой воротины вот сюда. Кидаете Jump Throw. Смок летит изично, эффективно и очень быстро на старт длины. В комбинации с кучей флешек на длину вы можете пробежать в яму, пробежать за синий, пробежать под смок и выиграть драку против КТшников, которые, возможно, идут драться с вами на длину. В случае, если вы заняли лонг, вам потребуется смок для того, чтобы занять точку А. Он кидается очень простым образом. Вы выходите с банки, встаете с этой стороны бочки, и вон там вот есть зуб, что говорит о том, что там лечат зубы. И вот по вот этому уголку, примерно на чуйке, если есть прицел, то вот так можно сделать. Посередине зуба с сильного разбега после пробега этой крыши кидаете его. Смок летит, ложится идеально посередине просвета, и вы заходите в точку А и выигрываете постплент ситуацию, если вы сможете установить бомбу, ну или вы убиваете КТшников. Следующей дымовой гранатой, которая вам поможет выигрывать раунды, является смок в двери при выходе на точку Б. Он кидается супер простым образом. Вы прибегаете в туннель, здесь лежит коробка. Вы подходите к этой коробочке, вот так вот аккуратненько запрыгиваете в нее, сидя, наводитесь в угол, встаете и кидаете. И в комбинации с флешками налево вы сможете занять Б-плент, вскрыть любую оборону Б-плента, убить всех КТшников, а этот плент уж точно не ретейкается, и вы выиграете раунд. Смок идеально ложится в двери, ничего не выпирает, ничего вас, так сказать, не накажет. Вы занимаете точку и тащите. И последним смоком, который вы можете использовать за сторону атаки, является смок для того, чтобы засплитить Б. Засплитить Б означает зайти на Б с двух сторон, а именно с мида из туннеля. Вы подходите под X, находитесь красное пятно, и чуть-чуть левее этого, чуть-чуть красного, может быть не красного, у кого-то пятна, кидаете его с Jump Throw. Этот смок летит на вот этот ящик КТ-респе и растекается, раскрывается. Вот спустя пару секунд, здесь нет никаких гапов, вы можете выходить, допустим, толпой отсюда, и один игрок с туннеля будет медленно доигрывать, и вы заходите по грибам, в окно, в двери, без разницы, убиваете большинством несколько человек на Б и выигрываете раунд. Также очень популярная карта в матчмейкинге и на фейсите — это D-Mirage, и здесь я покажу чуть больше смоков, которые важно знать всем. Первый смок, который вы можете кинуть, не выходя с респа, это смок в окно. Вы подходите к вот этой мусорному ведру, вот так вот, подходите с этой стороны, вы наводитесь вот сюда, по диагонали соединяя примерно, если у вас есть навык визуализации, вот это окно и вот эту стенку, и бежите до примерно момента соприкосновения с красной стеной и отпускаете этот смок с прыжка. Таким образом это выглядит. Вы даете жесткого разбега, кидаете этот смок в окно, он сюда приземляется, вы выходите в мид и жестко тащите. Также еще одним смоком, который может вам помочь в том, чтобы занять мид, является смок на старт. Вы встаете опять же со стороны этой мусорки, наводитесь вот в эту антенну и бежите на мид. Смок ложится вот сюда, растекается на мид, позволяет вам занять за коробки, позволяет вам играть под этим смоком, что в комбинации с флешками от вашего тиммейта с телевизора может позволить вам дать несколько фрагов, убить дик, убить подвал, а иногда можно запикать и окно. Не, я просто только этот кидал, потому что из-за саптика это сам просто смог всех, кого видел. Вот сюда ты просто D жмешь. Самым важным смоком на карте D-Mirage является смок в окно. Он позволит вам занять мид,
а впоследствии жестко затащить. С вас потребуется встать перед этой мусоркой, навестись в угол вот этой решетки, так скажем, и с D кинуть смог с Jump Throw, зажав кнопку D. Он летит высоко, долго, и по итогу прилетает в окно. Костян, что это за хуйня не смог, блядь? Почему здесь дырки? Следующие 3 смока, которые я вам покажу, помогут вам затащить раунд при выходе на точку А, занять плент, поставить бомбу, доиграть постплент, иногда просто выйти и умереть. Такое тоже случается. Из этой позиции вы можете кинуть 2 смока, чтобы отрезать хелпу с коннектора из джангла. Вам потребуется встать в угол около этой доски, найти вот этот здоровый квадрат и вот эту белую линию. И примерно вот сюда с 2 кнопок кинуть смог с помощью Jump Throw. Следующая граната. Наводитесь вот сюда и кидаете ее с ЛКМ, и она летит под головы. Тем самым у вас есть 2 смока быстрых, которые может кинуть 1 человек, чтобы остальные могли выходить и жестко тащить. И 3-й смог, который вам может понадобиться при заходе на А, это смог в КТ. Вы встаете перед этой стенкой, наводитесь в эту палку, кидаете Jump Throw. Он очень простой, очень легкий, его не промазать. Он прилетает вот сюда в КТ, вот так вот растекается. И от вас здесь потребуется докинуть какие-нибудь молики, флешки, поставить бомбу и затащить. Не менее важным является умение выходить на точку Б. В этом вам могут помочь 2 смока, которые я сейчас покажу. Они также кидаются с одной точки, и они являются крайне простыми. Если вы не можете их запомнить, то вам лучше играть в Warface или Valorant. Первый смок полетит в Kitchen, вы встаете в угол, в Б-доме, наводитесь в угол очень высокой башни и кидаете его с Jump Throw. И следующий смог сразу же наводитесь в левый угол этой башни и кидаете его с ЛКМ. Первый смог летит в Kitchen. Ебать, я не попал в дым, сука! От вас опять же потребуется встать в этот угол, навестись в угол высоченного здания вот этого желтого и кинуть эту смог с Jump Throw. Этот смог. И при выходе на Б у вас будет лежать 1 смог в окне Китчена, что позволит вам беспрепятственно пройти в рамках коридора Б-дома, вас не убьют враги с Китчена, и вам останется лишь стреляться с врагами. Здесь, 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 они будут повсюду. Вторым же смоком, который вам поможет выйти на точку Б, является смок шорт. Вы, не отходя от этого угла, наводитесь в левый верхний угол этого здания и кидаете этот смок с ЛКМ. Таким образом он летит, падает в зиг, что может позволить вам, беспрепятственно упав в плент, убив всех врагов здесь, занять выгодную позицию здесь и отыгрывать уже более глубокую стадию раунда. И последним смоком, который я вам покажу на карте Демираж, является смок для внешки коннектора, топ-кон, закрыть коннектор, чтобы пройти в зигу, подняться в коннектор, называйте как хотите. Вы встаете в угол перед вот этой прекрасной дверью, находите вот эту антенну и немного выше наводите свой прицел и кидаете смок с Jump Throw. И этот смок прилетает вот сюда. Этот смок ложится на выходе с коннектора, тем самым он не дает КТшникам собирать инфу по проходу зига. Вы можете выбить коннектор, используя этот смок и 1 молотов сюда. У вас есть дофига пространства на карте, и вы можете выбирать, куда вы пойдете. На Б. Этот смок дает вам очень много, так сказать, вариаций, как окончить раунд. Следующей картой будет Anubis. Супер популярная карта в последнее время. Все ее любят играть. И здесь сильно доминирует сторона атаки. Поэтому вам желательно знать некоторые смоки, потому что за теров раунды брать ощутимо легче в сравнении с другими картами. Первым смоком на карте The Anubis, который я вам покажу, будет смок в окно, который можно кинуть, не выходя с респы. Вы появляетесь на базе террористов, подходите к третьему, вот этому вот камню и кидаете в правую часть полотенца с Jump Throw. Смок достаточно прощающий, вы можете стать чуть левее, чуть правее, он всегда достаточно стабильно залетает в это окно, что вам позволит занять мид в комбинации даже, может быть, с молотом сюда, если вы такое узнаете каким-то образом. Следующим смоком является смок в коннектор. Он кидается не так далеко, выходя с респа, вы бежите в сторону А, здесь есть телефон. Здесь есть 2 телефона, вы встаете около правого телефона, конкретнее в угол, берете дым, и вот здесь вот какие-то кирпичи торчат. И вы кидаете во второй кирпич сверху с Jump Throw, опять же, этот смок летит в коннектор, вот так вот ударяется, залетает здесь на ступеньки и позволяет вам
передвигаться по воде без риска того, что КТшник вас запикает с коннектора, с авика, с эмочки, начнет с вас стрелять. Вы сможете беспрепятственно занять сюда и впоследствии, используя молотов, либо что-нибудь еще, занять это место. А потом оно вам вполне может пригодиться, если вы захотите закончить атаку в Б. В случае, если вы захотите атаковать точку Б, вам непременно пригодится следующий смог. Он кидается с левой стороны планта, и атака с двух сторон будет суперэффективной и супер крутой. От вас потребуется встать в этот угол на банане, навесить вот в эту третью сиську и кинуть смог с джамп-троу. Он очень легкий, очень стабильный и очень эффективный. И в комбинации с этим смоком выходы с двух точек отсюда, из банана, будут очень простыми. Вы будете ставить бомбу и играть супер легкий постплент, потому что на этом пленте КТшникам очень тяжело принимать. Особенно, если они не умеют пользоваться гранатами. Для того, чтобы зайти на точку А, вам потребуется два смока. Один в позицию, которая называется девятка, а второй в позицию, которая называется камера. Чтобы кинуть смок в девятку, вы вставите вот в этот угол, перед входом в А-мейн, находите вот эту коробку и кидаете с джамп-троу смок вот посередине вот этой палки. Смок простой, летит вперед, ударяется об стенку, и вот здесь вот растекается. Вот сейчас вот он растечется, вас отсюда не убьют, и вы сможете беспрепятственно, выходя с А-мейна, стреляться с плентом и стреляться с другими позициями. Второй смок, который поможет вам при заходе на точку А, это смок в камеру. Он супер простой, супер легкий, ничего знать не надо. Вы приходите с этой стороны, сверху, встаете вот здесь вот, и вы видите вот эту вот стенку невооруженным глазом. И просто вот выше чуть нее кидаете с ЛКМ. Вот так. Офигенно вообще. Смок ложится в камере, вы выходите в апленд, хелпас мида отрезана, и вы тащите. Изи. Костян, где моя пицца, между прочим? Написано, что задержится. Великолепно. Следующей картой, которую мы все очень сильно любим, является The Ancient. Я вам покажу несколько смоков, которые позволят вам тащить игры. Не выходя с респа, у нас есть два смока. Первый, самый важный в Counter-Strike, это смок в окно. Вы делаете несколько шагов с респы в сторону вот этой вот плитки, которую уложили недавно. Встаете вот так и наводитесь вот в этот угол. Здесь два здоровенных камня, они здоровенные в сравнении, очевидно, с другими. Из джамп-троу вы кидаете вот так смачок. Смачок жестко залетает в окно. И это вам позволяет занять мид впоследствии с другими гранатами, либо с сильным бешеным желанием. Вы можете выйти в мид, там подраться, может быть, убить кого-то, может быть, умереть. Но в любом случае он вам сильно облегчит жизнь. Следующим смоком, который вы можете кидать, опять же, не выходя с респа, является супер важный, супер крутой смок в кейв. От вас потребуется пробежать вот сюда, вот в угол, к корням дерева, к папоротникам, к камням, заросшим мхом. Просто встать в угол. И найти вот это вот здание. И здесь сильно выделяется белый камень вот такой вот на углу. И с джамп-троу кинуть этот смок. Смок летит быстро, безболезненно в кейв, что позволяет вам при игре в стороне Б-базы занимать девятку и таким образом с двух сторон мочить мид, если есть желание. А также он не позволяет КТшнику, который играет в Киеве, свободно выбегать и вас пикать там. Для того, чтобы быстро и безболезненно зайти на точку Б, вам потребуется кинуть всего два смока. Один в светлую, другой в темную. Они кидаются очень легко с одной точки. Вам потребуется два смока. Один вы можете купить сами, один вы попросите у тиммейта. Вы встаете вот в этот угол, и далее вы наводитесь. Вы находите вот этот вот кусочек папоротника и вот этот крестик. И вот так вот наводитесь по иксу вот этому жесткому. И кидаете смок с джамп-троу, и следующий смок вы наводитесь вот сюда, и опять уже его кидаете с джамп-троу. Тем самым у вас есть два смока в светлый и в темный. И вы можете заходить по рампе в точку Б, и позиций, откуда вас будут мочить, ощутимо меньше. Это плент, слева от плента и тупая. Вам остается лишь префнуть их, замочить КТшников, поставить бомбу и доиграть раунд. Для того, чтобы зайти на точку А, вам опять же потребуется два смока, но они кидаются не с одной точки. Один смок полетит в КТ, другой в пончик, и вы сможете занять плент. Чтобы кинуть смок в КТ, вам потребуется дым и встать вот в этот великолепный угол, где повсюду мох, червяки и муравьи. После того, как вы встали в этот угол, вы находите
вот эту вот стенку и наводитесь посередине вот этой палки, которая разделена с вот этой. И кидаете этот смог с jump throw, не отходя от кассы. Вы делаете шаг в сторону вот этих кирпичей, встаете посередине и наводитесь в второй столбец, третий столбик по вертикали. Или ряд. И кидаете его с jump throw. Таким образом, у вас прилетает смог в КТ, смог в пончик, в комбинации с молотовым, который кидается со штанов, за плент. У вас очень маленький пул позиций, откуда вас будут отбивать КТшники, а именно храм, X, дальний и люди, которые выбегают с пончика. Вы зайдете в А и затащите. Следующей картой является нюк. Карта 40 как мир. Карта для кого-то сложная, для кого-то легкая. Но, тем не менее, вам стоит знать несколько дымовых гранат, которые я сейчас вам покажу. Не отходя далеко от респы, вы можете кинуть 2 смока для того, чтобы занять секрет. Что вам потребуется? Вам потребуется встать напротив, ну ладно, позади уж машины, напротив, ну не напротив, позади уж задней шины, и навестись в правый верхний угол вот этих 3 окошек и кинуть этот смок jump throw. Этот смок комбинируется со смоком дальним, для того, чтобы пройти в секрет. Вы встаете напротив вот этой красной лампочки и кидаете в угол здания. Также jump throw. Тем самым у вас будет лежать 2 смока для того, чтобы занять секрет. А это уже вам развязывает руки, очень сильно заставляет КТшников перетягиваться. И вообще вы красавчики. Но эти смоки были бы неэффективны, если бы не смок на старт. Вам обязательно нужно кидать этот смок на старт. Просто вы бежите по правой стенке, кидаете его вот сюда, и он ложится, тем самым не позволяя КТшникам собирать инфу, прошли ли вы за красную коробку на улице или нет. Если они об этом не знают, вы можете закинуть эти 2 смока и пройти секрет вообще без напряга. Следующим супер важным, супер полезным и супер сильным смоком на карте Денюк, который позволит вам в соло идти и тащить, является смок перед дверью, который кидается через крышу. Выходя с респы, вы встаете вот в этот угол, находите вот эту лампочку и второй вот этой вот точечкой, квадратиком, прямоугольничком, короче, наводитесь в него, встаете и кидаете этот смок с jump throw. Вам потребуется разбить окна обязательно, когда вы выбегаете с респы, всегда бейте окна. Всегда. Смок падает перед дверью, позволяет вам жестко тащить. От вас потребуется разбить дверь и далее смотреть, что здесь будет происходить, потому что благодаря этому смоку у вас открывается очень большой пул позиций и действий, которые вы можете совершить. Вы можете занять под вент и после рассея смока отпикать врага здесь, отпикать врага здесь. Если очень хочется, можно спуститься в вент, пока будет лежать этот дым. Можно выйти в мейн, но обязательным но в этом случае является то, что этот смок нужно комбинировать с молотовым на будку, иначе вы не сможете выйти с двери. Потому что здесь будет лежать дым, КТшник будет стоять, смотреть просто выход с двери. Если сюда прилетит молотов, у вас развязываются руки для того, чтобы здесь играть, искать фраги, двигаться, жестко мутиться и делать красиво. Где пицца? 24 минут назад выехал. Вау, ебать. На карте Вертига все обстоит гораздо проще в сравнении с другими картами. Здесь я покажу 2 смока для того, чтобы занять точку А, и 2 смока для того, чтобы занять точку Б, потому что другие гранаты здесь нахрен не нужны. После занятой рампы, каким образом вы ее заняли, не уточняется. От вас потребуется встать около вот этих песочных мешков Протекс. Достать дымовую гранату, навестись вот сюда. То есть здесь вот красное полотно и вот это вот, заборчик. Из 2 кнопок вы кидаете смог. Смог летит супер круто, залетает в эту новую арку, которую недавно проделали рабочие, позволяет вам заходить по рампе и жестко тащить. Второй же смог. Вы встаете по рампе, вот тут вот тень небольшая, и посередине вот этой балки кидаете смог. Смог летит очень крутым образом, ложится здесь посередине и растекается чуть-чуть. Сейчас он еще растечется и позволяет вам зайти в точку А, играть постплен, потому что здесь у вас смог, вы здесь ставите бомбу, играете и тащите. Следующими 2 смоками, которые я покажу на карте Д Вертига, являются смоки для того, чтобы занять точку Б. Вам потребуется попросить у своего тиммейта экстра дым под вот эту великолепную коробку. И отсюда вы кинете 2 смока, чтобы занять план Б. Вы ползете немного вот на жопе, вот до сюда, открываете 1, 2, 3, третий вот этот вот, железную палку здоровую открываете и встаете, садитесь по углу вот этой коробки, встаете, кидаете ЛКМ, далее делаете шаг вправо, в угол,
Опять садитесь по углу коробки, встали, кинули. Тем самым у вас полетит 2 смока глубоких для того, чтобы занять бэкленд, а именно справа от электрика, слева от электрика. И этот раскид в комбинации с кучей молотовых, куда вы захотите кинуть, будто за тройку, будто в плент, и кучей флешек, если вы сможете их достать и кинуть на ЛКМ, позволит вам занять точку Б и играть ретейк. Смоки супер простые, супер эффективные, и рекомендуется их кидать, если вы хотите зайти на точку, иначе вас оттуда замочат. Последней картой нашего списка является карта De Inferno. Карта очень сложная, на ней нужно четко отбивать зоны, хорошо пользоваться гранатами, кидать их не как попало. Эту карту мы не играем, поэтому эти гранаты я не знаю. Спасибо за просмотр, болейте за Team Spirit.